Всем доброй ночи, друзья мои. Я сегодня должна снять и подарить вам несколько работ, потому что пока я это все не сниму и не подарю вам, вы знаете, что спокойствия не будет. Сравнение сейчас будет очень нехорошее, но практически одно и то же. Такая некая ломка, знаете, вот это нужно отдать, и только тогда тебя отпускает. Ну, ведьма, она является неким таким сосудом, вместилищем. Как говорила Ванга, я как мост, через меня духи приходят в этот мир. Вот примерно так и есть. И все, что делается мной, по молодости говорила, я помогла. Ну, такое тщеславие молодости, сами понимаете. Потом приходит мудрость. Потом, говорю, силой помогли, боги помогли через меня. Ну, это так и есть, собственно говоря. Это никак не ущемляет меня. Понимаете? Просто каждому возрасту свое. Действительно, с возрастом приходит мудрость и спокойное отношение ко всему. И ты понимаешь, что если ты говоришь, что духи помогают через тебя, это никак не обнуляет твою заслугу. Просто ты мудро поступаешь. Ну, тогда мне прощали по молодости, сейчас могут лишние высказывания не прощать. Это иметь в виду силой. Так что помогаю я людям благодаря силам. Силы помогают через меня. Или так. Я дарила вам огромное количество работ, связанных с родом. Даже обращение к моему роду я вам дарила, что очень помогает в тяжелой ситуации. Ритуал пуджа. Вот пока есть у вас время, пока теплые дни, вы можете совершать этот ритуал пуджа. Он, собственно, создает очень сильную связь с вашим родом. Люди иногда спрашивают, вот я, например, не знаю своих предков, а у вас есть там алтарь предков, есть книга мертвых вам в помощь, книга предков. Очень много работ, связанных с родом человека. Это самая важнейшая часть жизни человека, его род. И очень многие проблемы, которые вы хотите понять, оно связано с вашим родом. Мы повторяем своих предков, понимаете? По сути, это, можно сказать, они в нашем обличии. Ну, естественно, их душа ушла, но их генетические привычки, их внешность, очень многое. Мы рождаемся в этот мир копией своих предков. Я очень похожа на свою прабабушку. Есть у меня некоторые черты и бабушки, отцовской матери. Мой сын – копия моего деда. Вот просто копия папиного отца. Он в детстве был такой светлый, как подсолнух, абсолютно светлый. Потом я постригла ему волосы, мы побрили голову, чтобы волосы росли более густые. И до сих пор жалею об этом, потому что волосы начали расти ежиком, абсолютно темные, другие были волосы. Ну, хотя, может быть, и со временем и поменялись бы и так. И чем дальше он начал, то есть он набирал возраст, тем больше он просто копия моего деда. Вот его молодости и сейчас, вот лицо, одно лицо, глаза. Мой дед был очень красивый мужчина. И сын у меня такой же. Это еще он юноша, он возмужает и будет более такой привлекательный для своего возраста. Вот видите, он рожден от русского отца, но он похож на моего армянского деда.
и привычки его. И самое интересное, у меня дед любил легкие, ну вот, свиные, бараньи, неважно, говяжьи. И мой сын любит. То есть вот я как-то своей тете говорю, а вот скажи, на кого он похож? Она сразу сказала. Я говорю, ты заметила или только я фотографии молодости? Вот, понимаете, мой дед, наверное, и не думал никогда, что... Нет, он в Россию ездил. Он работал в России, он владел русским языком. Насколько я знаю, он ушел до моего рождения, несколько месяцев до моего рождения. Но, насколько я знаю, он владел русским языком, потому что здесь у него была работа, он приезжал с бригадой и так далее. Там всю Волгоградскую область они построили, можно сказать. Очень много зданий того времени, заводы, бани и так далее. Привычки. Привычки передались через 3 поколения. Он его правнук. Я похожа на свою прабабушку. Мне говорят, что у меня такой же железный характер, как был у моей прабабушки. Такой же характер. Сильный, пробивной характер. И так далее. Понимаете? Моя сестра была очень похожа в детстве на мою тетку. Моя племянница похожа на меня характером чем-то. Мне даже говорили, я выставляла, мне даже говорили, она даже говорит, как вы. У нее даже голос, вот интонация похожа на вас. То есть мы все связаны. Кровь – это великое дело. Это никогда никуда не денется. Через множество поколений она снова перерождается, мы снова похожи на своих предков. И когда люди говорят, а вот у меня были там родители никчемные, были пьющие, алкоголики или еще что-нибудь. А я сейчас буду вот усиливать свою связь со своим родом. Как это будет смотреться? Значит, я усиливаю с той самой негодной веткой этого рода? Нет. Друзья мои, ваши родители не только те, кто вас воспроизвел на свет. Ваши родители еще ваши бабушки, дедушки. Бабушка ваша для вашей матери свекровь. От слова «все кровь». Это немножко деформированный вариант. Слова иногда за века деформируются, искажаются. Все кровь. Так правильно звучит. В ней собрана вся кровь семьи. Она родоначальница, бабушка. Изначально старшая матерь. В армянском языке называют старшая матерь. Тюркские народы называют старшая матерь. Бююк валиде переводится. Старшая родительница. Сейчас скажу. В грузинском языке старшая матерь. На многих языках мира бабушка старшая матерь. Так ее и называли, пока в обиход не пришли слова там бабушка, бабуля, еще как-то по-разному на каждом языке. Так что вашими родителями являются не только ваша мать, отец. Вашими родителями являются прабабушки, прадедушки двух сторон. Когда вы обижаете человека, который вам ничего плохого не сделал, вы знаете, что за ним стоит его род. Теперь давайте посчитаем. Бабушки, дедушки с материнской стороны, бабушки, дедушки с отцовской стороны. Их родители с другой стороны, родители тех родителей, родители этих. Если всех посчитать, за спиной каждого из нас миллионы людей. Понимаете? Это наш род. Они все относятся к нашему роду. Просто особенно сильная связь у нас с 7 поколениями рода. Дальше она не слабеет, дальше мы ее просто по памяти не помним, не знаем. Но некоторые могут знать, у кого
благородные, скажем, благородная кровь, у них там генеалогическое древо составляется, они, может, и знают. Но я тоже знаю некоторых представителей своего рода, далеких предков. В Армении есть такая крепость Амберт. Это крепость, родовое гнездо Камсараканов. Я в детстве видела эту крепость, постоянно во сне, но я видела не в полуразрушенном виде. Я видела эту крепость как, то есть, такой уже, наверное, в расцвете мощи, славы своей. Свадьбы играли, какие-то конные соревнования. Вот эта крепость, и она все время мне снилась, пока я не начала изучать историю, потом начала интересоваться, кто были камсараканы, вот мой род. И я, когда увидела эту крепость, я просто сразу поняла, где я это видела. У нас есть генетическая память. Мы иногда видим сны, и в этих снах происходят с нами определенные вещи, которые случались с нашими бабушками, дедушками. Нам передается их страх. Мы можем видеть то, что видели они во сне. Или нам может прийти какое-то ощущение, знаете, дежавю, что мы это где-то видели, слышали. А это наши бабушки, дедушки видели. Мы передаем своим детям даже нашу генетическую память в таких деталях, что ваш ребенок может вам что-то такое сказать из вашего детства. Вы удивитесь, он не мог это знать никак. А он говорит, а мне вот во сне вот приснилось, или я вот увидел, вот, или в голове у меня вот такой образ создается, вот такой дом, такая речка, камень. И вы понимаете, что ваш ребенок описывает ваше детство. Он показывает какую-то сцену или какую-то местность, которая была в вашем детстве. Он никак не мог это знать. По крайней мере, в таких деталях он бы не описал. Понимаете? Мы передаем своим детям все. И когда снохи сражаются со свекровями, конечно, если свекровь прям вот, невыносимая женщина, лучше ее не пускать в свою жизнь. Чтить, уважать, почитать, внешние атрибуты уважения показывать. Но не дать лезть в свою жизнь, это понятное дело. Но когда у вас есть желание все-таки сражаться с этой женщиной, а сражаемся мы со свекровью тогда, когда у нас муж устраивает, и мы не хотим его ни с кем делить. Плохого мужа никто не будет за него бороться. Хорошего мужа, он нас устраивает, он хороший. Он зарабатывает, приносит, любит, не знаю, разные есть категории мужчин. Он нас устраивает, и мы начинаем за него бороться и биться с его матерью за первенство. Вы всегда задайте себе вопрос, а кто родил и воспитал этого хорошего мужа мне? Вот эта женщина. И с кем я воюю? С женщиной, которая мне воспитала и вручила хорошего мужа. Правда? Вот задайте себе этот вопрос. Я воюю с женщиной, которая является его матерью. Ведь вы тоже завтра родите сыновей, или у вас есть сыновья. Вот представьте, придет такая молодая фифа и начинает, значит, устанавливать свои порядки. Вам это понравится? Нет. Но тут даже дело не в этом. Дело в том, что вы связаны с этой женщиной. В ваших детях ее кровь. В вашем муже его кровь, то есть ее кровь. Она родоначальница. Вы, не уважая род, не можете иметь успеха, находясь в этой семье, в этом роду. Хотя бы внешне уважая. Нужно уважать. Вот запомните, сражаясь вы с ней, вы сражаетесь с этим родом. Вы пришли в эту семью. Вы чужая, вы должны стать своя. А своя вы станете, во-первых, родив детей. Во-вторых, принимая этот устав семьи, да, эти устои. Вот у восточных народов, да и вообще у северных народов, да, наверное, 19-20 веков ближе к детям были тетки, дяди,
бабушки, дедушки по отцовской линии, ближе, чем мать. У них больше было прав на этого ребенка. Это называлось право по крови. То есть тетя имеет больше возможности забрать этих детей к себе, чем мать. Они не считались материнскими, то есть право крови. Это дети этого рода, они связаны с этим родом, а значит, ответственность за них несут кровные родственники. Да, кто-то скажет, как так? Ну, это мать родила. Все понятно, но эти дети принадлежат роду отца. И если мать что-то неправильно делает, то женщины и мужчины этого рода вправе заступаться за этих детей и забрать к себе. То есть я пытаюсь вам объяснить, что понятие «род» – это великая сила. И самое главное, рекомендую вам посмотреть мой видеоролик «Реинкарнация. Миф». И там я вам объясняю аргументами, фактами. Вы можете посмотреть, прослушать внимательно. Но основной факт. Если человек перерождается, если наши предки где-то в Китае, в Индии, еще где-то переродились, как бы, если допустить такое, то защита рода рассыпается, как карточный домик. Понятие «род» тогда абсолютно просто, как бы сказать, исчезает в воздухе. Потому что если мои предки где-то уже родились, значит, их нет. Значит, за моей спиной нет никого. Значит, не существует рода. И он меня не оберегает, потому что они же везде где-то родились, ушли. Это не так. Мы приходим в этот мир один раз. Мы приходим из разных эпох, наши души. Я об этом тоже говорил. Мы не жили в ту эпоху, но мы видели ту эпоху. Потому что если у вас древняя душа, теперь скажу лекцию «Возраст твоей души». Я же обо всем сняла, чтобы вы все могли в голове расставить, вот этот пазл, да. Кто вы, что вы, зачем пришли, какая сила вас отправила, какие силы над вами. Скажи, кто твой Бог, скажу, кто ты есть и так далее. Вот ты раб или свободный. Смотрите, это все, это вам нужно знать. Моя задача не только вам ритуалы дать и лекции давать и так далее. Моя задача помочь вам понять себя, что вы делаете в этом мире. Потому что человек всю свою жизнь задает себе вопрос. Зачем я родился? Какая миссия на мне наложена? Зачем я здесь? Почему я именно вот здесь родился? Почему именно в это время родился? Мы всю жизнь себя спрашиваем. Надо понять это. Это важно, очень важно. Расставить в голове, поменять свои взгляды на жизнь, на мир. Тогда станет легче. Тогда будет ощущение, что вы знаете, вот вы в свете находитесь. На любой вопрос вы можете сами себе прежде всего ответить. Итак, есть много ритуалов, связанных с родом. Пробудить род, попросить род о помощи, призвать свой род, алтарь предков, значит, книга мертвых и так далее. Вы усиливаете свою связь со своим родом, если даже ваши мать, отец, бабушка, дедушка даже были нехорошими людьми. Есть и такие люди. Но, одно но, и это очень важная деталь, если ваш род дожил до этого дня, значит, это сильный род, значит, это достойный род. Пусть даже в прошлом. Но если он дожил до этого дня, значит, у вас есть шанс продолжить свой род. И вы связываетесь со своими предками, с той частью рода, которые достойны. Род составляет из себя, представляет в основном достойные предки, защита рода. Недостойные предки, вот расходный материал, отход рода, он отходит в сторону. Они не становятся берегинями рода.
Они не становятся пращурами рода. Следовательно, на них нет функции защиты рода. Они просто ушедшие души. Просто вот телесные существа дали продолжение, вот сделали детей, да, как бы род пошел по себе, начал продолжаться, и все. И этот расходный материал ушел из родовой памяти. Они не оберегают род. Род оберегают достойные представители этого рода. И когда мы говорим родовая память, защита рода, призвать род, усилить род и так далее, мы говорим о достойных предках. Те, которые стали берегини, пращуры рода, то есть мужчины и женщины. Они все были молоды, красивы, пришли в этот мир, любили, да, у них был такой пик силы, сексуальности. Они родили детей, постарели, ушли. Но вся их энергия, их любовь, их созданный род, оставленные дети, значит, внуки, правнуки, они продолжили дальше. И их жизнь, она была не зря пройдена. И вся эта информация, которую оставили они на земле, осталась их роду. И вот так далее. Теперь, этот ритуал, он несложный. Но, когда вам нужна защита вашего рода, вы должны призвать. Вопрос кто-то задаст. А вот мой род, например, в другой стране, их могилы и так далее. А я живу в другой стране, уже много лет не была там. Я призываю, они придут? Да, придут. Для душ нет пространства. Понимаете, это мы смотрим разделенные страны, народы, государства, таможни. Для душ совершенно иной мир. В потустороннем измерении это все исчезает, этого не существует. И они приходят в любое место, где вы их зовете. Вы должны начитать этот заговор. Это некий такой ритуал, но он совершается в открытом пространстве. Вы должны выйти в открытое пространство. Лес, поле, да хоть свой огород и сад, если у вас есть. И в полголоса звать. Если вы в поле, если никого нету, можете чуть громче говорить. Не орать, а громко говорить. Если вы опасаетесь там, что услышат, и это правильно, не нужно. У магии должно быть таинство. Тогда вы можете произнести на берегу реки, в лесу, в поле. Но это должна быть природа. Понимаете? Открытое пространство. Вы пробуждаете силу рода. Теперь дух рода, понятие, что такое дух рода. Дух рода – это стражник, оберегающий ваш род. Это древний дух. Он практически божок, можно сказать, бог, младший бог, да, такой, который отдается роду с самого начала его создания. А вы же не знаете, сколько вашему роду изначально лет. Может, 20 тысяч лет, может, 1 000 000 лет, может, 50 тысяч, может, 100 тысяч лет и так далее. В любом случае, чем сильнее род, чем могущественнее, древнее, тем сильнее тот самый дух рода, который собирает потом энергию. Он как соткан из душ ваших родных, близких, но это не души ваших родных, а просто информационное вот это поле вашего рода, и внутри этого информационного поля некая сущность, которая оберегает ваш род с самого начала создания этого рода. Когда этот род начал идти чуть ли не от Адама и Евы, вот этот род и начал, это так условно говоря, Адам и Ева, там были совершенно другие люди. Неважно теперь. Вот, смотрите. И этот дух рода, он подпитывается информацией, опытом, силой, характерами всех ваших предков за эти сотни тысяч лет и больше, и идет, оберегая ваш род. И он идет к человеку тогда, когда тот человек его призывает, чтобы помочь. Иногда род настолько силен, что дух рода без призыва приходит к человеку.
без его желания ведомо. Во снах приходит по-всякому, предупреждает все время. Еще один момент. Все, уже забыла, что я хотела сказать. Да, насчет духа рода. Когда я снимала лекцию, несколько лекций, что такое сила ведьмы, я вам объясняла, что вот есть некий дух, он живет в одной ведьме, набирается опыта, учит эту ведьму, ведет, защищает. Потом она умерла. Вот эта вот сила переходит к другой ведьме. Уже с этим опытом той ведьмы, знаниями и всем остальным, все это добавляет дальше идет. Это другое, это родовая сила. И родовая сила дана ведьмам. В основном ведьмам, естественно. Есть и люди творческие, которым передаются, кинетически передаются на уровне подсознания таланты их предков. Но это совершенно другое. Это не имеет отношения к родовой силе ведьм. Это дух рода, который есть в каждом роду. Но те рода, которые вырождаются, да, которые уничтожаются, исчезают, у них тоже есть дух-хранитель. Но у этого духа-хранителя запрет охранять. Вот природа, мироздание, боги, силы запретили этот дух охранять этот род, поэтому он гибнет. Вот почему призывается, но это долгий вопрос. Восстанавливается сила рода у человека и прочее. Теперь, в трудную минуту вы ходите в поле. Если вас привезут, например, вы попросите там мужа, друга, еще кого-нибудь привести вас к этому полю, и если вы переживаете, боитесь одна выйти, это можно делать днем, ночью, любое время. Ничего страшного. Пусть они встанут где-нибудь, не слышат вас. Вы чуть вперед идите и начитывайте этот заговор. Итак, читать нужно столько раз, пока вас не затрясет, пока вы не почувствуете, что прям ток проходит по телу, а это будет. Все, вас услышали. Вы дочитываете, отворачиваетесь, уходите. Ваша проблема решится в ближайшее время. Это очень сильная работа. Потом благодарите свой род. Зажгите свечи. Кого из предков знаете, помяните дома. Поставьте хлеб, поставьте спиртное, поставьте мед, все что угодно. Помяните своих предков. Ну и благодарите своими словами. Дух рода, он будет с вами рядом. Он всегда с вами рядом. Но он приходит тогда, когда вы нуждаетесь, и когда либо он сам придет защитить, но лучше его звать и дать ему вот это вот задание, то есть сказать ему, что вы хотите конкретно. Запретная дверь, откройся. Стражник врат вечности, отступись. Сила рода моего, пробудись. Тьма и свет, сгущайтесь. Души моих предков ко мне слетайтесь. Воедино собирайтесь. Образуйте круг. Круг моего спасения. Мои дедушки и прадедушки, мои бабушки и прабабушки, соберитесь воедино. Защитите меня от всяких бед. Спасите, укройте. Сила моего рода, приди ко мне на помощь. Души моих предков, отправьте ко мне на помощь. Дух рода моего, мне во спасение. Дух, оберегающий мое родовое древо, береги меня от зла и гибели, от нищеты и тюрьмы, от врагов, от мучений и гонений. Приди, дух моего рода, мне во спасение. Тайная тропа, откройся. Дух рода, приди ко мне во спасение. Заклинаю. Читаю один раз, потому что это нельзя просто так в суе читать, знаете, просто так читать и говорить. Но один раз читаю, чтобы вы переписали. Когда вы это сказали, и вас затрясло, вы
значит, повернулись и ушли. Без оглядки. Вам не надо ничего здесь говорить, что вы хотите, чего. Они прекрасно видят вашу жизнь и знают, что вам нужно. Они вам в эту минуту помогут. Спасет этот ритуал вас от многих бед. Вы можете даже идти попросить, если, например, ваш ребенок злоупотребляет чем-то. Вы поняли, о чем я говорю. Если ваш ребенок идет по кривой дороге, вы можете идти попросить. У меня иногда спрашивают, можете исцелить там наркоманию, алкоголизм. Друзья мои, для того, чтобы воздействовать на человека, у него должен быть трезвый мозг, разумный мозг. На таких людей это все равно, как на сумасшедшего воздействовать. Можно всю свою силу вкладывать, каждый день начитывать, хватит на недели-две, потом снова, потом опять. И там тоже должна быть сила воли у человека. Я вообще считаю, что таких людей надо отпускать, чтобы сами не мучились и других не мучили. Но вот если у вас уже безысходность, вы не знаете, что делать, призовите род. И посмотрите, они могут помочь. Либо помогут, либо заберут, и вы мучиться не будете. Жестоко говорю? Нет. Я не жалею таких. Я жалею тех, кто рядом с ними живет, кто работает, кто думает, чем платить за коммунальные услуги, что завтра купить, что есть. А эти думают только тем, чтобы из дома смыкнуть, чтобы украсть, чтобы купить себе то, что им надо. Понимаете? Так что мне жалко не их. Они-то кайфуют, они хорошо себя чувствуют, они радостно проводят время. Мучаются те, кто рядом с ними. И в этом случае тоже род решит, либо заберет его, либо оставит и поможет. Отдайте, если у вас безысходность. Следуйте разуму. Просто следуйте разуму. У меня был такой случай, когда он просто из дома все вынес, сын. Женщина пришла и говорит, если вы мне не помогаете его вылечить, я сказала, я не лечу таких людей и не хочу лечить. Они мне отвратительны. Они на все способны. На все. Понимаете? В этот момент. Она сказала, тогда помогите, сделайте так, чтобы он ушел и меня не мучил, и себя, потому что это уже безнадежно. Там уже 7 лет почти. Все, там от человека ничего не осталось. Необратимые процессы мозга, все умерло. Все человеческое, там уже животные на 2 ножках. И я ей сказала, подобный ритуал, что ей надо делать. Она пошла и провела прям возле могилы своей матери. Призвала, не порчу сделала, чтобы сейчас не сочиняли. Призвала на помощь мать. И через 3 дня он ушел. Лег спать и не проснулся. Все. И она мне сказала, вы знаете, я за эти годы нормально не спала. Я в лифчике хранила деньги, там последние, чтобы платить. Я не знала, где что прятать. У меня не было покоя. И вот сейчас я высыпаюсь. Я сплю и сплю. Я настолько отдохнула. Да, это мой ребенок. Это мой крест, и мне очень больно, что так получилось. Но я понимаю, что ему сейчас хорошо, и мне хорошо. Следуйте разуму. Иногда, как бы это жестоко ни звучало, нужно думать разумом, а не чувствами. Мироздание думает разумом, не чувствами. Когда лев нападает и сжирает антилопу, нам всем жалко. Но нам и льва жалко. Он может погибнуть с голоду, если он не будет охотиться. И он охотится, и он очищает, вычищает саванну от больных старых животных. Они становятся его кормом. Понимаете? И я вам хочу сказать, что это безболезненная охота. Я спрашивала с одним человеком, разговаривала, который жил в Африке долго и исследовал флору, фауну Африки. Он говорит, вы знаете, душит буйвола. Он теряет сознание, он, по сути, даже не понимает. Это мы видим судороги там и так далее. Брыкается. Он ничего не чувствует. Это его уже последние организм борется. Это нервные такие судороги. А он там уже сознание отключенное.
Так что даже об этом природа позаботилась. Всем удачи, всех благ. Призывайте род. Проводите те работы, которые даны, связаны с родом. И всегда усиливайте свою связь. Даже если ваше детство было не очень, ваши родители были никчемные для вас родители, вы не забывайте, что кроме них у вас были более древние родители. И они за вами следят, и они вам помогают, и они всегда приходят, как только вы их зовете на помощь. Всем удачи!